Это история про пожилого ветеринара, который должен был усыпить злого уличного кота. Но вместо этого судьба показала ему, что настоящая любовь может пережить долгую разлуку, потерю близких и даже тяжелую жизнь на улице. В тот дождливый вечер, когда город снова был серым и хмурым, доктор обнял кота, и вдруг случилось то, к чему не был готов ни он, ни кто-то вокруг. Олег Степанович проработал ветеринаром 30 лет. За это время через его руки прошло всякое: щенки, которые глотали кольца, и хомяки, которых удавалось оживить после случайной зимовки в дачном холодильнике. Но с годами работа перестала приносить радость и все чаще оставляла на душе тяжесть. В свои 68 Олег Степанович совсем вымотался. 3 года назад умерла его жена Зинаида, и с тех пор клиника стала единственным местом, где он мог спрятаться от пустоты. Чистое, тихое и очень одинокое место. В один дождливый вторник, уже под конец рабочего дня, в кабинет зашел сотрудник службы отлова, молодой парень по имени Максим. В руках он держал маленькую пластиковую переноску, из которой кто-то очень злобно шипел, будто перегретый мотор. «Извините, доктор», — неловко сказал он, ставя контейнер на стол. «Красный уровень. Нашли за рыбным рынком в переулках. Напал на 3 наших. Дикий, худой, в руки не дается. В приюте мест нет. Его привезли на усыпление». Олег Степанович устало вздохнул и снял очки, протерев стекла. Он ненавидел такие случаи. Ненавидел убивать здоровых животных только за то, что улица сделала их злыми и напуганными. «Хорошо», — глухо сказал он. «Но сначала я должен на него посмотреть. Я никогда не усыпляю, не заглянув в глаза». Максим настороженно отошел. «Только осторожнее, доктор. Он настоящий зверь». Олег Степанович подошел к клетке и заглянул внутрь. На него смотрели 2 огромных глаза, расширенных от страха. Кот был белый, весь в саже, с плотно прижатыми ушами. Он зарычал низко и глухо, так что задрожал металлический стол. «Здравствуй», — прошептал Олег Степанович тем мягким голосом, которым когда-то успокаивал испуганных лошадей. «Нелегко тебе пришлось, правда?» Он не стал брать успокоительное. Вместо этого надел толстую кожаную перчатку и осторожно открыл защелку. Кот не бросился. Он замер, напряженный, как натянутая веревка. «Давай сначала приведем тебя в порядок, а потом решим», — тихо сказал Олег Степанович. С неожиданной для своего возраста ловкостью он схватил кота за загривок и достал из клетки. Кот секунду яростно бился и царапал металл, но Олег Степанович прижал его к себе, закрывая своим телом, и только тогда он разглядел его по-настоящему. Под слоем грязи оказался удивительно красивый белоснежный кот с короткой шерстью, розовым носом и огромными зрачками. Его так сильно трясло, что было слышно, как стучат зубы. «Он не монстр, Максим», — тихо сказал Олег Степанович. «Он просто очень сильно напуган». Олег Степанович начал гладить его по голове медленно и нежно, как гладят маленьких детей. Провел рукой за ушами, вдоль спины. И в этот момент случилось невероятное. Кот перестал рычать. Его тело расслабилось. Он поднял голову, медленно моргнул, потом встал на задние лапы, положил передний Олегу Степановичу на плечи, ткнулся мордой ему в шею и закрыл глаза. Это было объятие. Почти как у человека. Олег Степанович замер. Собаки иногда прижимались к нему. Но кошки всегда держали расстояние. А этот прижался так, будто Олег Степанович был единственным спасением посреди холодного океана. Врач в белом халате и белый кот в его руках выглядели как само воплощение беззащитности. У Максима отвисла челюсть. Я такого не видел. Он еще час назад пытался меня покалечить. Олег Степанович закрыл глаза и осторожно обнял кота в ответ.
И в то же мгновение его накрыло странное чувство узнавания. Запах под грязью. То, как кот уперся подбородком ему в ключицу. Из глубины памяти всплыло давнее воспоминание. Он простоял так почти минуту, просто держа животное. Сердце кота постепенно замедлялось и подстраивалось под его ритм. «Я не могу, Максим», — прошептал Олег Степанович. «Я не смогу его усыпить. Я заберу его домой». «Вы уверены?» — осторожно спросил Максим. «Он может снова сорваться». «Абсолютно уверен». Но когда Олег Степанович попытался опустить кота на стол, чтобы осмотреть, случилось еще кое-что. Кот не разжал лап. А потом сделал очень конкретное движение. Он вытянул левую лапу и трижды мягко коснулся носа Олега Степановича. Тук. 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 Олег Степанович перестал дышать. Все поплыло перед глазами. Так делал только один кот на всем свете. 5 лет назад, когда Зинаида была еще жива, у них жил белый кот по кличке Снежок. Подобранный с улицы, он был безумно привязан к Олегу Степановичу. Его любимой игрой было сидеть у него на плече и тыкать лапой в нос, выпрашивая угощение. Снежок пропал 4 года назад. Во время ремонта рабочие забыли закрыть заднюю дверь, и кот выбежал на улицу. Олег Степанович и Зинаида искали его месяцами, расклеивали объявления, обходили приюты, по вечерам с фонариками прочесывали район. Ничего не нашли. Через год Зинаида умерла. С сердцем, разбитым потерей своего маленького ангела. Олег Степанович был уверен, что Снежка уже давно нет в живых, у него задрожали руки. Он осторожно отстранил кота и заглянул ему в левое ухо. Под грязью виднелся тонкий шрам в виде полумесяца, точно такой же, как у Снежка, который он получил в детстве от куста. «Снежок», — выдохнул Олег Степанович. Кот ответил хрипловатым мрр с характерным надломом. Именно так он всегда мяукал. Олег Степанович опустился на колени, прижал кота к груди и заплакал. «Боже, это ты!» «Это он, Максим». «Мой мальчик». Максим растерянно покачал головой, но мы проверяли чип. Его не было. Олег Степанович вытер слезы. У него был чип. Между лопатками. Он взял сканер и провел по спине кота. Тишина. «Иногда они смещаются», — прошептал он. «Уходят в лапу». Он медленно повел сканером вдоль правой передней лапы. Раздался писк. На экране появился номер. Олегу Степановичу не нужно было ничего проверять. Последние 4 цифры он знал наизусть. День рождения Зинаиды. Снежок выжил на улице 4 года. Он избегал машин, отбивался от собак, голодал и одичал, потому что иначе было нельзя. Он кидался на людей, потому что они были чужими. Но в тот момент, когда он узнал запах и почувствовал родные руки, он понял, больше не нужно бороться. Он вернулся домой. В тот же вечер Олег Степанович увез Снежка к себе. Искупал его в теплой воде, смывая годы уличной жизни, пока под грязью снова не засияла белоснежная шерсть. Накормил лососевым паштетом той самой марки, которую по привычке все еще держал в шкафу. Ночью Олег Степанович сидел в кресле, в том самом, где когда-то сидел рядом с Зинаидой. Дом обычно был оглушительно пустым, словно напоминал обо всех потерях. Но сегодня на его груди лежал теплый живой комочек. Снежок спал, свернувшись клубком, и мурлыкал, как старый дизель. Олег Степанович посмотрел на пустое место рядом, где раньше сидела Зинаида, и впервые за 3 года не чувствовал себя совсем одиноким. Ему показалось, что она передала ему знак. Сама вернуться не смогла, но послала единственное существо, которое могло исцелить его сердце. Ветеринар, спасший кота, в итоге был спасен им самим.
а демон в клетке оказался всего лишь ангелом, который сбился с пути и терпеливо ждал те самые руки. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.